Здравствуйте, дорогие подписчики. Я вернулся. Вы на канале Банкноты и монеты. Я прошу прощения, не записывал долго видео, лечил зубы и там еще были кое-какие вопросы. Итак, давайте сделаем еще одно видео с банкнотами, с новыми поступлениями. Единственное, я чуть-чуть изменю формат. Это будет не распаковка, я его внесу в другой плейлист. Это больше как для коллекционеров. У меня еще есть определенные действия, манипуляции, которые я произвожу, когда поступают новые банкноты. И я хотел бы вот вам показать, как это происходит. То есть приходит посылка, и я помимо того, что обозреваю банкноты и смотрю, какие где, некоторые из них, как вы помните в предыдущих видео, я откладываю, говорю, это в коллекцию. Так вот, ну потому что я, когда делаю заказ, покупаю, я покупаю все подряд. И то, что в дальнейшем идет в интернет-магазин, и то, что идет мне в коллекцию по тем или иным причинам. Опять же, это будет не обозрение каждой банкноты подробно, как вот просили в комментариях некоторые подписчики. Мы это обязательно сделаем. Просто это требует немного больше времени. И сейчас не очень получается это делать. Вы сейчас увидите небольшой спойлер, то есть я отбираю банкноты, и когда какую-то вот эту в коллекцию, и я начинаю просматривать альбом, смотреть лучше, хуже, и принимаю решение, оставлять или нет. В общем, посмотрите, может такой формат тоже вам будет интересен, как я принимаю решение вот сейчас вот взять банкноту, например, в коллекцию. Вот давайте начнем, и постепенно вы поймете, что я имею в виду. Значит, 25 гульденов, Нидерланды, 1900, Амстердам, 1969 год, если я не ошибаюсь. Я так мелко, к сожалению, не вижу. Вот здесь вот год указан. Возможно, вы увидите. Значит, это банкнота UNC, соответственно, она идет в коллекцию. Я беру один из своих альбомов. Я, к сожалению, не помню, в каком, что у меня. Вот, кстати, будет вам немножко обозрение альбома. Вот я ищу, где у меня Голландия. Она примерно у меня должна быть где-то в одном месте. Так, это Бельгия. Вот Голландия, гульдены. Так. И вот таким образом, вот я сейчас попытаюсь найти, где мои гульдены. И посмотрим, что там есть, а чего там нет. Вот тоже Голландия, гульдены. Но это не те. Так, нет, это не здесь. Берем следующий альбом. Вот таким образом, вот так я формирую коллекцию. Вот так это, в общем, происходит на самом деле. Так, ага, вот Голландия, вот у меня мои гульдены. Я не знаю, ли вы видите, вот так, наверное. Вот у меня есть такие 25 гульденов. 10, 1, 2,5, 1, 5, 10, 10. Все. А такой, получается, у меня банкнотки нету. Значит, пока места под нее нет, куда ее вложить. Поэтому я ее оставляю. Переходим дальше. Это 50 копеек и 1 рубль. Если я не ошибаюсь, это страны Балтии. И я сейчас вам не скажу. Венц, рубль. Это страны Балтии. Рубль 1916. 1916. Это Первая мировая война, получается. Во время или после. Таких банкнот у меня тоже нет в коллекции. Это можно не искать даже. Поэтому я их сразу оставляю в коллекцию. Почему я принимаю решение оставлять в коллекцию? Потому что банкноты достаточно редкие и дорогие. И я, честно вам скажу, я сильно не заморачиваюсь, что, как, куда, почем. Я знаю, что эти банкноты дорогие. Я из собственной практики знаю, что мне понадобился год, чтобы их найти.
В слово «найти» я вкладываю следующий смысл. Найти банкноту в максимально хорошем состоянии, по той цене, которой я могу рассчитывать, я могу ее купить. Еще раз объясняю. Есть банкнота, есть разные рынки, где она продается. Эта банкнота продается от 10 долларов до 100 евро. Я могу себе позволить ее купить максимум за 20 евро. И я стараюсь найти на эти 20 евро максимально хорошее состояние. Вот таким образом я отбираю себе в коллекцию. Вот, соответственно, эти банкноты, да, не в самом лучшем состоянии, но это то, что я себе могу позволить по той цене, которая сейчас есть на рынке. Соответственно, я уже подсознательно понимаю, что я их купил очень-очень дешево. Продавать сейчас смысла нет. Даже если вы дадите по 30-40 евро за штуку, это неинтересно. Хотя это будет очень большая прибыль, это будут иксы. Почему неинтересно? Потому что я хочу также эти банкноты в коллекцию. Здесь уже включается как бы коллекционер во мне. То есть мне не интересна даже двойная, тройная цена. У меня нет этой банкноты в коллекции. А вот когда я найду повторную такую же, в такие же деньги, с такой же историей, да, появления этой банкноты у меня, тогда я готов рассмотреть вопрос продажи. Если у меня будет две банкноты плюс-минус одинаковое состояние, либо какая-то лучше, я ее оставляю, а вторую я готов тогда уже рассматривать продажу. Вот таким образом я инвестирую в банкноты. И самое главное, что еще, это не спешить. Это не купи-продай, это не рынок, это не мешок, не промо, не OLX. То есть инвестиция в банкноты, в вас должен в первую очередь быть коллекционер. Вам должно быть это интересно, потому что если вы будете зациклены исключительно на том, чтобы купить что-то и быстро продать, то либо вам должно очень сильно повезти, либо, скорее всего, у вас не получится. Потому что то коллекционеры, те знают, что накладные расходы, доставка, растаможки и так далее, и так далее. То есть это не тот бизнес, чтобы быстро купить и быстро продать. Должна быть инвестиционная составляющая, должна быть коллекционная составляющая. И вы спокойно себе ждете. Все, я их купил, эти две банкнотки, я вложил в них деньги, они отправляются в коллекцию. И покладем их пока в отдельное, покладем их в отдельную коробочку, потому что сейчас именно страны Балтии, Первая мировая война, у меня вообще пусто. Мне нужно будет отдельно альбом взять. Следующая банкнота 10 гульденов, Голландия. Только что мы с вами смотрели гульдены, и вы видели, я не буду повторяться, я уже помню, и вы помните, что такой банкноты нет. Естественно, она уходит в коллекцию. Очень красивая банкнота, и тоже я больше года ее искал. Сейчас, если я не ошибаюсь, я их получил 2 штуки, поэтому и на моей улице тоже загорелась электролампочка. Отправляем ее в коллекцию. 50 драхм Греция. Значит, очень интересная история с греческими банкнотами. Из-за гиперинфляции греческие банкноты, как и аргентинские, их сумасшедшее множество. И большинство из них, в принципе, не имеют никакой цены, за исключением, если UNC идеальные банкноты. Но, как в аргентинских песо, в мексиканских песо и боливана, по-моему, Боливии, 1-2 боливана, могу ошибаться, цена там приличная, коллекционная составляющая приличная. Это одна из тех банкнот, 50 драхм, 25 или 35 год, я вам сейчас не скажу, но состояние обалденное. Эту банкноту тоже попалась мне вот сейчас первый раз за 1,5 года. Соответственно, она
уходит в коллекцию. Смысла искать, поднимать альбом, пересматривать нет, потому что этих банкнот у меня в наличии нет. Следующее 1 фунт, 85 год. Состояние, как вы видите, оставляет желать лучшего. Эти фунты я собираю погодово, поэтому нам нужно будет сейчас найти фунты, и у нас будет счастье, если мы их найдем. Нужно проверить погодовку. Если этого года нет, я в любом случае оставляю. В любом случае я оставляю. Потому что это ирландские фунты, потому что я их собираю. Так, Шотландия, Ирландия. Вот они, мои дорогие. Вот, смотрите. Что у нас здесь? 89, 87, 85. Вот, 85 год есть. И вот видно даже по очертаниям, что банкнота в более лучшем состоянии. Поэтому эта банкнота уходит в магазин. Следующее. Египетские фунты. Египетские фунты не представляют какой-то исключительной коллекционной составляющей. Египетские фунты мне просто нравятся. И я их собираю погодово в состоянии UNC. То есть я сейчас вам не скажу, какой год, какого они года, я вам сейчас вот так резко не скажу. Нужно будет поставить перевести через телефон Google Translate. Вот я взял, это все разные года. То есть это все состояние UNC 10, 50. И вот это двадцатки. Нужно посмотреть. Я только что листал, где у меня Египет. Египта у меня есть много. Есть египетские банкноты, конечно же, которые стоят нормальных денег. Я не говорю, что все египетские. Вот у меня здесь есть вот, видите, вот такие, которые стоят прилично, даже 25 пиастр. А вам не видно, вот 25 пиастр. Они стоят нормально. Вот дорогие тоже египетские. Так, ну ладно, смотрим, что у нас. Вот у нас есть десятки такие, есть десятки такие. Значит, они могут пойти в продажу. Ага, вот 50 фунтов. Вот 50 фунтов, видите, какая старая. Вот будет новенькая. А старую тогда пустим в продажу. Вот. Хотя, возможно, у нее год какой-то. Но посмотрим. Так, это 5. В принципе, что тех десяток. Ага, это разные десятки. Вот, видите? Смотрите. Вот это вот 10, 10 и 10 тоже. Это все десятки. Вот эти вот, судя по всему, похожи. И, скорее всего, и года совпадают. Ага, нет, это сюда. Вот. А этих десяток нет. Все, нужно будет тогда с ними разобраться. Это я уже потом буду вне видео разбираться. Ну и двадцатки тоже. Сейчас я их тогда достану. Мне просто нравится, что они UNC-шные. И
А вот это вот нужно будет посмотреть, какой год. Ну, у нее такое подубитое состояние, так что она пойдет, скорее всего, в продажу. 50 фунтов Египта. Так, давайте дальше. Все поставщики уже знают мой интернет-магазин. И все всегда, видите, small gift. Маленький подарок. Все всегда присылают разные банкноты просто в подарок. Вот 1000 фунтов Ливана. 1000 ливрес Ливан. Вот. UNC-шные тоже пойдут в продажу. Они есть у меня, но я Ливан коллекционирую только вот такой. Так, что у нас дальше? Что у нас дальше? Это 1 фунт Ливана. Тоже здесь на арабском нужно будет посмотреть, какой год. Тоже банкнота уйдет в коллекцию. У меня, по-моему, 1 фунта Ливана нет. И я попозже посмотрю. Ну, так, сейчас я уже листаю, чтобы вам сразу тогда... Так, это Йемен. Угу. И, кстати, вот Йемен. А вот и Йемен. Искали одно, нашли другое. Вот, смотрите, вот у меня есть Йемен. Я надеюсь, что видно. У меня есть 1, 10 фунтов и 10 фунтов Йемена. Именно такие, они классные. С классной историей. И вот я получил 5 фунтов Йемена. По годам, видите, видно даже, что это не из этих годов, потому что здесь вот были, вот видите, подобные вот такие вот скульптуры, памятники. Это примерно, как сказать, 1 выпуск 1 года. А с орлом, с гербом, это был другой год. И сзади вот этот вот человечек. Это был другой. Это был другой год. Ну что ж, надо будет докупать листы. Да, это пойдет в коллекцию. И Ливан, вот эта банкнота тоже, скорее всего, идет в коллекцию. Серия А, и у меня ее нету, поэтому что тут сильно раздумывать. Так, 150 Испании. Тоже такую банкнотку получили. Ну, она вот такая, конечно, желтенькая, не UNC, по-моему, да? Сейчас я на свет посмотрю. А вы знаете, она UNC, да, она желтая, но на ней нет изгибов. Смотрите, видите? На ней нет изгибов, то есть она UNC. Ну да, она желтая, да, она не идеальная, но она uncirculated, поэтому она идет в коллекцию. Давайте сейчас найдем Испанию. Испания у меня есть. Мы сейчас найдем Испанию. Где? А вот Испания. А вот моя Испания. 500 50. 500. Ага, вот она. Видите? Вот она у меня есть. И давайте сейчас сравним. Вот так вот я делаю, так формирую коллекцию. Ну что, смотрите. Это не UNC. Вот. На ней есть изгибы. Я не знаю, ли вам видно. Вот здесь лучше видно, что на ней есть изгибы. Но она чистая. Это UNC, но она желтая. Она реально желтая, пожелтевшая. Но я даже не знаю, честно, смысл оставлять UNC, если она желтая. Может быть, у кого-то нет UNC, и он готов приобрести ее. Ну, давайте еще посмотрим.
Ну нет изгибов, реально нет изгибов. Серьезно. Ну, вы знаете, даже как-то даже жалковато, что она UNC, но желтая. А это, вот видите, здесь вот изгибы. Это та, что у меня в коллекции. Вот изгиб. Вот немножко грязь. Здесь грязь. Но она вся беленькая. Напишите в комментарии, какую бы вы оставили. Давайте, вот реально, это я не какой-то там кликбейт. Прошу вас сделать, а реально вот ваше мнение, вот что оставлять. Это XF, Extra Fine, потому что на ней изгибы. Она не может быть ни UNC, ни AU, ничего. Это UNC, на ней нет ни единого изгиба, на ней нет, у нее даже почти живые уголки. Но этот не живой, вот этот живой, вот этот живой. Но она желтая, она пожелтевшая. Я так думаю, что из-за условий хранения. Может быть так, что она лежала в пластиковом блистере, не знаю, на подоконнике где-то и просто пожелтела. Напишите, пожалуйста, и я, поверьте, я буду читать ваши комментарии и приму какое-то решение. Хорошо, давайте на этом это видео будем заканчивать. Я попрошу вас подписаться на канал, написать комментарий, что вы считаете. И до следующих видео. Пока.